довольно много негативных откликов на мои репортажи из Петербурга, где Бато давал мастер-класс. В основном, конечно, люди, знающие картины Бато, понимающие о его уровне мастерства, отнеслись к этому с невероятным интересом. Ведь художник пустил вас на кухню. Он показал процесс своего мышления, как он думает. И спасибо вам всем, кто увидел в этом действии, шоу, пищу для размышлений, как улучшить свою живопись, как разобраться в тоне, как быть смелым, храбрым, не бояться счищать, наносить еще краску. Он фактически показал эту смелость, показал живопись в процессе, а не погоню за результатом. Ну, были такие, которые перешли красную линию, и я их отправил в бан, потому что, просто уже там были оскорбления такие. Тем теснее и сплоченнее наш круг. Отвечу на несколько вопросов. Гена Вишняков: «Славишь ты Бато, а тебя не видно, не обидно?» Стихи Гена пишет часто на нашем, в комментариях к моим роликам. Нет, не обидно, Гена, я очень радуюсь успехам друзей и слежу за новинками, за выставками. Не всегда получается. Я даже не знал, что он будет проводить мастер-класс. Я приехал на выставку поснимать для вас кино. Смотрю, мне говорит директор, что сейчас будет мастер-класс Бато. Так все совпало. В природе же все точно. Я хотел еще на Фешина сходить и поснимать, но не получилось в этот раз. Еще съезжу, выставка до марта, и сделаю для вас репортаж. Интересно, заметил, что за 3 года, наверное, общения в нашей палате, в нашем сообществе, притягиваются люди, которые радуются успехам других, своих друзей, коллег, выкладывают работы, обсуждают их. Как будто такая сложилась команда взаимопомощи. Это совершенно замечательно. Мы вместе карабкаемся на вершину мастерства, и спасибо вам. Юзер бум-бум. Понятия красоты, конечно, нет. Но почему-то бабушек в бикини для рекламы автомобилей не фотографируют. Красота, которую я имею в виду, когда говорю о красоте пожилых людей, она приходит издалека, из мира невидимого, простым взглядом. Представьте, я не знаю, пионы, мы любим с вами писать пионы. Вы отнесете бутон пиона, я не знаю, к биологу, он расчленит его на лепестки, там красоты вы не увидите. Или другой пример. Кто-нибудь видел свет? Мы видим с вами отражение на каких-то объектах. Мы с вами видим отраженный свет на объекте, на форме человека, на его морщинках и все такое. Но излучение красоты можно только почувствовать сердцем. Разве не так? И потом нужно еще иметь развитый прибор, чтобы почувствовать. Многие же не почувствовали, глядя на мастер-классы Бато, вообще ничего, кроме мазни и всего, что они там писали. Я в таких случаях всегда говорю, что вы ошиблись, господа, дверью по коридору в следующую мастерскую. Их очень много. Много художников, которые ведут каналы, кстати. Посмотрите, что у них творится. Свои работы, кстати, покажите, чтобы мы знали, как Мелина написала, как вообще нужно, если Бато неправильно пишет, покажите, как надо. Мы все посмотрим с удовольствием. Юзер бум. Слава, очень хочется попасть на ваш совместный класс. В Питере, когда следующий, где узнать? Совместный-то я не знаю, это уж как сложится. А в Питере директор этой галереи 20 века, предложил мне, выставиться у них, и мы решили предварительно, что выставка будет осенью. Но до осени, зимой, все к тому, что я проведу класс в Питере, я сообщу.
меня просят провести экскурсию на выставке Фешн и Эрзя. Мне очень нравится ваш показ картин, как вы смакуете саму технику исполнения живописи и показываете работы в увеличении. Заранее благодарю. Да, я сказал уже, что съезжу. Кстати, класс, наверное, в то время и проведу. Мы на выставке немножко с Бато играли на рояле, на синтезаторе. Анна пишет: Ленин и Крупская обожали играть в 4 руки. Получалось отвратительно, вспомнился городок. Ну, ничего, мы будем работать. По крайней мере, я работаю над тем, чтобы не было отвратительно. И вчерашний ролик, который, ну, вот я показывал Алаверды, ну, не Алаверды, а в качестве компенсации я сфотографировал работы Бато и показал их вам. Ну, вот там я немного посочинял и поиграл, как сопровождение музыкальное. Ну, если это так отвратительно, вы можете убрать вообще звук и втихую слушать. Я очень часто так делаю. Или свою в наушники там врубить, и вообще будет замечательно. Ни от кого не зависишь. Смотришь картинки, а слушаешь тут вообще, может, я не знаю, английский изучать, например, можно. Я в зал хожу, английский слушаю. Ну, еще кое-что. Тимотей 542. Вы все верно говорите. Но насчет Врубеля, цвета у него неприятные. Таким не может быть лицо. Ну да, а ночью, например, вот как написать лицо, если вы ночью пишете, или там вечером, хорошо, вечером, вот луна освещает. Вот чего делать тут, товарищ Тимотей 542? Что вы посоветуете? Демон сидит на закатном, значит, фоне, и все художники мира восторгаются этой работой. Или, я не знаю, что еще вам сказать. Ну, Забелла, например, портрет. Великолепная, тонкая живопись. Там тоже неприятное лицо. Видите, в чем дело? Неприятное, там, цвет, да, неприятные у него цвета. Ну, каждый же видит красоту, до которой дорос. Пока это вот неприятно, а глядишь, пройдет, я не знаю, 50 лет, и будет для вас это будет восторгом, приятным цветом окажется вот это все. Такие категоричные высказывания, на мой взгляд, в адрес, ну, в общем-то, всемирно признанных художников, я бы сказал, гениев, ну, надо делать, в общем, осторожно, 100 раз подумать. Может быть, я, написав этот комментарий, просто покажу свой такой вот, ну, я не знаю, невежество свое в понимании живописи. Но риск большой написать такой комментарий. Очень хороший есть метод, когда что-то раздражает, не нравится, сразу поворачивать в тумблер не туда, не вовне, а в сторону того, что значит я в такой в этот момент, что чего-то я пока не разбираюсь. Дай-ка я подумаю. Я полистаю, я не знаю, 100 книг, вообще почитаю об этом художнике. Что о нем говорят другие, уважаемые мною, да, мастера. Не буду торопиться с резким таким, я не знаю, заявлением. Ну, а то могу просто сесть в лужу, и в конце концов каждый говорит всегда о себе, что бы ни говорил о себе. Александр, здравствуйте, Слава, здрасте. У меня завалялось много зеленой и красной краски. Супер. Можно ли их смешать и получить коричневый, так как коричневых всегда не хватает? Или это будет грязь? Почему же грязь? Зеленый и красный. Прям супер. Так вы попробуйте. Возьмите мастихин и прям жик смешайте. И посмотрите, в зависимости от добавления красной, ну, разных пропорций, будет разный у вас коричневый. Конечно, замечательная идея. Дилшот Худаяров. Слава, родители наставят, чтобы я где-то работал. Как можно совместить и работу, и живопись? Я работал, например, дворником и писал картины. С Пашей Блудновым мы еще тогда, ну, были знакомы, дружны, царствие ему. Вот. А потом меня выгнали
по какой-то там статье, вот жуткой какой-то, 300 чего-то, я не помню. Они даже говорили, у меня жить негде было. Они говорили, да что ты, тебя же по статье уволят, ты что? Я говорю, да пусть пишут любую какую, что мне это самое, я художник. Не буду я вообще никак. Да, но меня уволили по статье и взяли вахтером в общежитие. Я пропускал всех. И меня тоже уволили. Они протерпели меня примерно год, наверное. Потому что я, прям на этой вахте, мне было все равно. Люди идут, значит, им надо, правильно? Что вахтер, собака такая лающая, нельзя пройти. И что от того, что я узнаю, кто там идет, да? В общем, я писал акварели, как раз вот там русалка тогда делалась, эскизы. У меня был прям на вахте тут все я делал работы. Так что, я не знаю, Бродский работал тоже истопником, и Гребенщиков тоже. Что, найдите какую-нибудь работу, чтобы там можно было рисовать. Но есть риск, что могут уволить. Я просто своим делюсь опытом. Друзья, вы не забывайте подписаться на канал и комментируйте, пожалуйста, задавайте вопросы. Еще одно кино предлагаю вам сейчас посмотреть, там тоже не забудьте лайк поставить. Это важно, правда. Пленэр в деревне Кукурон. Это в Провансе, я ездил этим летом, был там класс. И, кстати, в следующий год тоже будет. Пока.